Здорово, мастера, с вами Ильич. И вот он, Control Omniliner B3D. Хороший нивелир, был хорошим, пока не упал. Слышите, что-то гремит внутри, это уже само по себе нехорошо. Спереди выключателем включаем прибор и снимаем маятник с фиксации. Включаем все излучатели на верхней панели прибора и наблюдаем картину, при которой маятник и компенсатор колеблется и не останавливается. Control Omniliner российский бренд. Производство Китай. 3 лазерных плоскости по 360 градусов. Заявленная точность плюс-минус 0,2 мм на метр. Резьба на штатив Т-четверти 5/8. Винты под крест в углублениях по периметру прибора. И один винт у нас под наклейкой. Открутили винты, располовинили прибор. И тут у нас что выпало? Шайба и вот такой вот винтик. Медная шайба должна быть закреплена снизу на маятнике. И служит она у нас контактом. Панель кнопок в сторонку. Достаем внутренности из второй половины прибора. Как будем устанавливать обратно. Вот таким винтом было прикручено. Это у нас ограничительная пружина контакт, которая не дает большие отклонения. И на резьбе смотрим частицы резьбового клея. Плохо держалась. Вот так вот шайба у нас внутри стояла у нас, касалась контактов и внутри была закреплена винтом. 3 винта откручиваем нижнюю часть, чтобы добраться до резьбы. Смотрим, здесь тоже остались частицы клея, которые нужно будет убрать. Вот так вот он вкручивался, винт. Сейчас он не идет, не дает ему клей. Видать, на заводе не до конца закрутили, вот он и отвалился. Убираем остатки клея с резьбы. Я это делаю канцелярским ножом. Можно делать шилом или каким-нибудь другим острым предметом. Также убираем частицы клея из резьбы уже в маятнике. Насадили мы винт и вот такой вот вилковой отверткой подтягиваем. Смазываем резьбу винта снова резьбовым клеем, закручиваем, подтягиваем вилковой отверткой. И сверху мы еще светоотверждающим клеем добавляем для надежности. Проверяем, как у нас держится. То есть намертво мы его приклеили. Вот он у нас уже установлен в технике. Медная шайба, которая выполняет роль контакта, и пружина, которая не дает отклонения более положенных градусов. Вот видите, он теперь у нас стабилизируется, и будем дальше с ним работать. Дальше идет у нас калибровка, проверка точности и юстировка. 2 винта на маятнике, которые управляют положением горизонтали. Юстировки можно делать через окошки. Окошки снять, собрать прибор и уже через них регулировать. Также регулировка можно производиться 4 винтами, держащие сами излучатели корпуса, что одного, что другого. Шестигранники. Т6 резьба. При соединении нужно немножко подправить, потому что не заходит. Можно подправлять. После того, как соединили, можно наживить на 2 винта или вообще закрутить. И дальше уже работать. Видим, как у нас включается. Все. Т8 отвертка, которая регулировать будет винты баланса на корпусе маятника. Там шестигранник, мы можем применять звездочку Ториксона, тоже неплохо работает. И Т6 отвертка для регулировки винтов самих излучателей. В коридоре располагаемся мы на лавочке. Вначале юстируем горизонталь, крест-накрест. Выбираем правый вертикальный излучатель направления и потом будем поворачивать на 180 градусов. А результат будем выравнивать по среднему значению. На вертикальной балке на расстоянии 10 метров по фронтальному лучу излучения прочерчиваем линию.
Сразу ее маркером проводим. Это у нас фронт. Поворачиваем на 180 градусов прибор. И смотрим отклонение фронта и тыла. Да, примерно на 8 на сантиметр или 8 миллиметров. И намечаем пунктиром линию, по которой нужно выставить. То есть она где-то должна быть посередине. Теперь мы, поскольку фронт у нас ниже, он тяжелее, мы будем закручивать винт, чтобы его облегчить относительно центра. Давайте перерисуем линию уже исходную, более-менее приближенную, к которой мы хотим добиться. Вот еще раз проверяем. Все то же самое. Теперь мы будем работать уже. Эту мы проверили, плоскость. Теперь вот эту сторону. Она у нас ниже, значит у нас маятник с этой стороны тяжелее. Будем его закручивать. И также вот тыл. Вот как ожидалось, тыл левого излучателя у нас выше. Вот у нас винт, который у нас управляет левым уже. Вот потихонечку поднимается. Здесь у нас опускается, еще недостаточно. Вот примерно похоже. Подогнали мы уже как положено. Не будем дальше работать с 10 метрами, а дальше поработаем давайте с 15. Дальше у нас другой дверной проем другого помещения. Подальше как раз на 15 метрах. И чтобы уже довольно точно нас уже показывал прибор, будем работать на 15 метрах. Можно сказать, что теперь мы будем производить точную настройку. Устанавливаем, прочерчиваем новую линию. Видим, какие отклонения. Если не получается, какие-то есть после балансировочных винтов какие-то неточности, можно уже подкрутить дополнительно винты на излучателе. Все, делаем вертикали, прочерчиваем две черточки вертикальные снизу и сверху. И при поворачивании прибора на 180 градусов они должны совпасть. И как видим, к сожалению, этого не происходит. Луч немножко отходит влево. Производим ту же самую операцию и с левым излучателем. Видим также тоже отклонение влево. И обратная сторона. Подгоняем вначале нижний. Тоже немножко влево. То есть он у нас немножко плоскость отклонена от вертикали. И давайте проверим вертикали. Действительно ли у нас линии вертикальные. Это проверяется по отвесу. Вот такой есть у нас отвес с грузом. И на него отображен у нас вертикальный луч. Видим, что действительно отклонение немножко есть влево. Переворачиваем. Здесь также чуть меньше, правда, но тоже есть отклонение. Также у нас с левым лучом производим ту же операцию. А здесь наоборот, у нас отклонение вправо. А обратная сторона.
Здесь у нас тоже немножко отклонения, но влево. Все, вот этими винтами на самих излучателях мы регулируем вот эти вертикальные плоскости. Вот так я вам нарисую, как нужно нам крутить винты на самом излучателе. Вот излучатель у нас в этой плоскости вертикально торчит. И получается, она немножко туда у нас завалена. Больше всего вот этот угол. 4 винта, которыми нужно регулировать. Если у нас завалено, здесь нужно немножко откручивать винт. На себя. А вот этот винт закручивать. Давайте сразу смотрим на стенки. 2 отметки. Выставляем. С одной стороны. Берем за основу совпадение, что было на нижнем, и смотрим на верхней. Вот уже другой результат. Вот, то есть полностью совпадает. Также и второй излучатель. Низ. И вверх. И еще немножечко, конечно, подкрутить на 1/8. И все будет идеально. Выкрутили немножко этот винт. Смотрим снова. Еще можно чуть-чуть подкрутить. Вниз. И вверх. Ну, теперь видим, что идеально. Ну, на этом все. Вертикали выставлены. Горизонталь тоже. Прямой угол можно выставить также по вертикальным отметкам на углу комнаты на 2 смежных стенах. То есть выставили отметки вертикальные, повернули на 180 градусов прибор. Если он совпал, значит прямой угол у нас выставлен. Если нет, придется также 2 плоскости регулировать относительно друг друга этими регулировочными винтами на излучателях. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. Всего хорошего. До новых встреч.